Плюс вот этих вот цветов, когда вы делаете цветы в объеме, вы обязательно должны научиться цветы в объеме сделать так, чтобы вам не надо было залеплять вот эти низы. Вот смотрите, здесь сам цветок хорошо по себе сам смотрится. Мне не нужно вот здесь вот это все залеплять. Они дышат, вот этот объем нужно сохранить. Букет должен быть объемным. Именно поэтому я совсем не приветствую сборку цветов, когда вы заморозили цветы и потом собираете их. Потому что у вас получается блюдце, вы положили эти блюдца и начинаете низы закрывать уже мягкой листвой, то есть через насадку листочек, например. Хотя эту насадку листочек я тоже прекрасно ею пользуюсь на капкейках или еще где-нибудь. То есть сделайте лучше наоборот, вот как мы сейчас сделали, вы увидите результат. Так, давайте начнем с пионов. 122-я, 123-я для пионов. Так, вот у нас взяли белый крем. Белый крем я сюда не красила ничем, мне хорошее масло вкуснотеево сегодня было. Оно само по себе беленькое, более-менее. На фоне белой миски оно, конечно, смотрится таким желтоватым, но когда вы будете торт... Крутая чашка. Не нашла, я куда-то запихнула, то ли на работе оставила, то ли что. Поэтому сегодня работаем из обычных чашек. Видите, в обычных чашках тоже все прекрасно красится и замешивается. Белый крем я тоже промешиваю, чтобы избавиться от рыхлости, от небольших пузырьков, которые образовались при взбивании. Просто промешиваю крем и все. И закладываю его пакет. Просто без окраски? Просто белый пион, он без окраски. Я просто подровняю сейчас. У нас подготовка пакета. Это подготовка пионов. Мне сегодня немного пионов надо показать. Поэтому пакет мы сразу соберем. У меня беленький. Теперь мы сделаем розовый. Вот он как раз 19 пошел. То есть ты кредовский возьмешь, да? Ну, сейчас, да, покажи. кредовский. Вот капелька кредовский 19. А америколоровский будешь, да, делать? Это будут тюльпаны, да? Тюльпаны, да. Я вот сейчас, может быть, сюда чуть-чуть капельку добавлю. Так, сейчас мы это размешаем. Посмотрим, какой цвет у нас получится. Такой нежно-розовенький. Так, и можно сюда добавить проблеск яркости, да? Такой вот более темный цвет. Мы его тоже положим в пакет, и там, как у пионов бывает, пестренькие концы слегка. Ну, давайте немножко добавим. Чуть-чуть повысим яркость. Ух ты, настолько чуть-чуть. Да, вообще нужно аккуратно с этим красителем. Это америколор, который, да, Electric Pink? Это, да, америколор, Electric Pink. Пакет, где у тебя уже есть белый. Белый. Так, белый распределен. Ну, белый в смысле не окрашенный крем. Да. И сюда складываю. Прям так вот, да, вот так. Да, так собираете. Это как, это почувствую себя этим агентом 007. Взболтать, но не смешивать. Да. Так и крем тоже, да? Как вам сложить крем в пакет? Все вместе, но не смешивать. Выгнали воздух, который, если видите, здесь большой карман с воздухом, надо его, этот воздух выгнать. Не бойтесь здесь немножко смешать, это плюс. Особенно если вы делаете розы, здесь вообще в этой части надо массаж делать. Мы делаем пионы, пионы терпят резкий переход, у них и в цветах такое есть. Вроде белый пион, а там бац,
крапины. Так, теперь сиреневый пион. И что нам нужно сделать? Дело в том, что переход от розового к сиреневому смотрится не очень хорошо. Такое ощущение, что сиреневый грязнит. Я вот сама на это напоролась. Как перебороть этот момент? Нужно на розовый, то есть если вы делаете градиент белый, розовый, сиреневый, да, у вас потом идет все это с одного пакета, чтобы не тратить кучу пакетов. Потому что пакеты прилично так стоят, здорово. И что нужно сделать? Нужно, вот мы открыли пакет, и сюда нужно снова размазать белый. Белый, ну вот основной крем не окрашенный. То есть нужно его вот здесь вот так вот размазать на всех, чтобы он шел розовый, потом у вас, чтобы вышел белый, подчистил все беленьким, и после белого уже сиреневый. Чтобы у нас сиреневый с розовым не смешался. Вот так закрыть его, запаковать, прям чтобы у сиреневого не было доступа к розовому цвету. Изолировали, да? Изолировали. Здесь подгребли. Здесь подгребли, делаем сиреневый. Так, сиреневый ты каким будешь делать красителем? Кредо 26-й. Друзья, мы не амбассадоры Кредо. Да, просто так получилось, что в местном магазине есть их вся линейка кредовских, то есть всегда доступно, не нужно ждать доставки, поэтому мы пользуемся. Наде нравится. Гелевые красители водорастворимые. Мы им даже написали: ребят, мы тут вашими красителями пользуемся, везде их, ну, думали, может, они нам пришлют упаковочку бесплатных. Не, они вообще молчок, ничего на фигу. Да, мы такие очень, да. Ну ладно, что делать. Ну, хорошие, нормальные красители, почему нет? Была бы полная линейка Америколор, пользовались бы ими. Да, никак придешь, нету. Ну ладно. Добавляете по чуть-чуть красителей и смотрите, какой цвет вам нужен. Ты специально здесь краешку оставляешь, да? Да, я оставляю, потому что боюсь сразу плюхнуть много, а вдруг переборщу. И по чуть-чуть подмешиваю. Ага. Вот смотрите, мы когда растираем в креме краситель, естественно, он распределяется и меняет цвет. Если вам нужны яркие вкрапины, то делать нужно вот так. Вы краситель выдавливаете, по нему немножко возюкаете лопаткой и наносите на крем. И слегка, вот такими легкими движениями, он немножко подмешивается в ваш крем и оставляет яркие полосы, яркий цвет. И не надо его полностью вбивать. Вот этот яркий цвет, он выйдет и будет хорошо смотреться. Он практически чистый остается. То есть он не грязнится цветом крема. Тем более в пионе это вообще хорошо смотрится. Такие пестрые вставки, так скажем. Раздел окрашивания занимает основную часть всех уроков. Да. Потому что порой кажется, что самое главное это как цветок сделать. Но на самом деле тон задает именно окраска. Лучше поэтому, к этому скрупулезно подойти. Да, поэтому одно из наибольшего количества времени занимает в уроках это время на окраску, потом идет время на сборку торта. Ну и потом отдельно уже каждый цветочек там как делать. Так, что это у тебя такое? ХБ-перчатка. Ты идешь на подработку? Рабочая, да, я пошла копать. Вот, одеваю сверху перчатку. И моя рука становится не такой горячей. Начинаем пион делать. Вот наша насадка, наш гвоздик. Мы его крутим в руке и делаем основу. То есть это такая небольшая шишечка. Придется вам потерпеть и научиться крутить не в эту сторону, да, то есть никуда, не влево, а вправо. Так, теперь мы делаем лепестки. Двигаемся мы снизу наверх. Это вообще техника тиона вообще уже. Пионы и тюльпаны. Тион это что-то, это и тюльпаны, и пион вместе. Тюльпановидный пион. Да, очень похоже. У меня вот здесь вот всегда остается крем, это нормально. Вот смотрите, еще раз, мы что делаем? Мы снизу, здесь начинаем уже давление крема. Мы начинаем давим, доходим до верха. И насадкой идем вниз, резко, прямо, можно сказать. То есть мы не закручиваем ее вот так. Так тоже получится, но у вас не получится стоячий лепесток.
мы идем вверх, оставляем, видите, верхушечка, вот она выглядывает, и идем вниз. Я просто сейчас вам показываю то, с чем у вас получится объем, потому что вот так тоже можно и нужно учиться, чтобы сделать закрытый круглый бутончик. То есть здесь любая техника, когда освоите основную, к вам уже придет понимание, как сделать пион такой, чтобы он выглядел как живым, потому что пион вообще терпит над собой любые издевательства. Здесь можно сделать любые лепестки, потому что пионов в мире очень много, и этот цветок все равно узнается, что это пион. Иногда, когда переусердствуешь с розой, она тоже похожа на пион. То есть, если какой-то цветок у вас не получился, то, скорее всего, это получился пион. Ну, что-то этого, что-то вроде такого. Видите, вот он, объем лепестков идет. Из-за того, что мы делаем движение вверх, а потом делаем резко движение вниз. Снизу идем вверх, делаем движение вниз. И он сам загнется вперед. Тут уже большая проблема, как его так сделать так, чтобы он не загнулся, да, вперед. Оттопыриваем немного руку. И у нас уже пошли лепестки, которые созревшие, которые хотят отвалиться, да, от нашего пиона. Ты уже побольше делаешь, да? Ух ты, дублируешь. Да, видите, дубляжи обязательно. Вот у нас розовый пошел. Дубляжи обязательно делаем, потому что в живых цветах часто бывают дублированные лепестки. Особенно мы, когда стараемся повторить живой цветок, нам надо все сделать утрированно. И некоторые моменты, которые яркие, повторить их ярче. Вот так выглядит сбоку. Видите, он отсюда начинается. Такая радуги, да, небольшие. Вот здесь они. Подрагивание рукой. Когда вы делаете вот такие вот движения, подрагивание рукой, лепесток получается рифленый, с такими волнистыми краями, да, и у него получается как будто рисунок на лепестке. То есть это все вот такая техника. Вот наш пион, большой, крупный, большой цветок получается. Серединку можно сделать любую. В мастер-классе у нас еще показан пион, где серединка с тычинками и еще с мелкими лепестками. Знаете, да, такие пионы, они когда собраны в бутон, там не видно серединки, бутон очень крепкий, и когда он начинает раскрываться, там внутри такие мелкие вот лепестки с тычинками. Красиво смотрится, особенно если по цвету все подобрать. Мы сделаем темную зелень. Вот смотрите, если у вас есть такой цвет, он то ли Купер, то ли это тоже америколоровский, очень хорошо. Ну, на самом надпись, деле, да? Да, стерлась надпись, облегчит жизнь. Ну, такой темный зеленый цвет, такое ощущение, что в него добавили черный. На самом деле, вас ощущение не подвело. Действительно, если у вас нет цвета, добавляем черный, чтобы затемнить зелень. Сейчас что-то добавила? Сейчас пока ничего, мы сделаем Не, с черным цветом. Это зеленый, 41-й тархун. Угу. Вообще любой зеленый, просто чтобы он был зеленый, но не холодный зеленый. То есть, видите, у меня здесь нет бирюзы, нет искредовских, нет зелено-синего, потому что вы этот цвет не выведете в травяной, это очень тяжело. Просто возьмите зеленый. Так, а сейчас как вот добавила? Это зеленый электро, чтобы цвет яркий был. Сейчас мы помешаем, посмотрим, что будет. Ты сейчас решила сложному пути пойти, да? Да, по сложному, да, чтобы девочка. Можете до конца не промешивать, просто у вас цвет есть теперь. Черный. Это ты добавила черный? Черный. Черный угольный, 51-й. О боже, разве можно добавлять черный крем в зеленый? Сейчас будет какой-то кошмар. Ну вот, вышли на более-менее интересный цвет. Это да. Но мы добавим еще черный. Еще черный? Да. Она сошла с ума. Ого. Прям такой милитари цвет такой. Да. Военный. А сейчас что добавила? Добавим еще зеленый. Еще зеленый. Хотите кредовский, хотите электрик грин, хотите тархун добавляйте. Просто нам надо более насыщенный цвет сделать. Снова добавляем черный.
Извиняюсь за звук. Это краситель. Так, а ты это примеряешь, да? Да. Ну-ка, давай еще раз покажи. Э, Как ты примеряешь? Так. вот, видите, темная зелень. Пионы всегда темная зелень. Не вздумайте делать пиону светлую, яркую, такую радостную зелень. Не прокатит. Такой грустный пион и радостная зелень, да? Да, нельзя. Так, теперь что Пион мы это добавляем? мужчина. У Он всегда пиона. грустный, он пришел с работы грустный, такой в печали. Грустный, А ему печальный. яркая зелень. Так, Веселая. где мой бордовый? Ах, я где-то прошлепала на работе бордовый. Ну ладно, так, 24-й добавим тогда фуксию. Что ты сейчас делаешь? Значит, капельку фуксии добавляю, Покажи. потому что у пиона, Покажи. Что это? ну, бордовый лучше, конечно, будет. Лучше Фуксия бордовый, но вот 24 нет у меня под на рукой. работе осталось. Красный. Видите, нам нужна красная проплешина, если так прям совсем грубо сказать. Вот, я смешала с зеленым, получился такой темный какой-то непонятный цвет. Отлично, то, что надо. Темный непонятный цвет, ура. Да, в общем, все, что непонятное, на то, что надо, да? На торт. Я его вмешала, но не промешала. И теперь мне нужно еще такую же отдельную темную штуку сделать. Я вот в эту штучку добавляю. Угу. Снова фуксию, снова промешиваю. Фуксия. Вот. Отдельно откладываю. Мне нужен белый. Вот, беру отсюда, да, у меня уже промешанный кусочек, откладываю. Беру еще кусочек. Фуксия. Где она? Фуксия. Фуксия. Промешиваю. Откладываю. Все, теперь можно собрать пакет. Слушай, ты знаешь, что ненормально? Да, я знаю. Немножко. Так, ну, может быть, немножко. Видите, я частями делю. Вот у меня часть собралась. Я снова раз частью собрала. Вот у меня тут снова это загребла частью. Угу. У меня с полосами. Так, зелень. Угу. Так, зелень сделали. И смотрите, мы сделали вот пион. Пион очень красиво смотрится сразу, если ему сделать обрамление зеленью. Раскрывшийся пион, и сюда как бы зелень, она... Вы можете вот так сделать. Главное, чтобы сверху оно видно было. Чума. И тогда он смотрится, видите, как. То есть это уже совсем другой цветок. Уже из обычного пиона он перешел в категорию лакшери. Вам меньше мороки при укладке цветов на торт. Лучше в То есть Москве. это... Да. Так, теперь мы... У нас розовый цвет пошел. И мы сделаем бутон. Плотненько собираем кругленький такой шарик. Нам нужно собрать. Если вы видите, что когда вы снизу идете, у вас получается не шарик, а такой домик, пирамидка, перейдите наверх, начинайте лепестки собирать с середины. Мне очень нравится, когда у пиона бутона есть оттопыренные лепестки. Вот посмотрите, в жизни именно так. Он раскрывается, бутончик, вот он весь кругленький, и у него, смотришь, какой-нибудь лепесток уже вот так вот торчит. То есть он уже начинает открываться, откупоривать свою чешуйку. Теперь мы берем зелень.
Берем нашу зелень и закрываем пион вот такими кругленькими чешуйками. У пиона именно так закрыт бутон, вот такими вот фиговинками. И здесь она уже, видите, оттопырилась. Класс. Вот, и Слушай, а получается прикинь, бутон. просто была бы яркая зелень, да? Это же было бы сразу непонятно, пион это или что. Да, Вот вот ты именно взяла, здесь намесила, на пионе темно. смешала Видите, не бульдога бойтесь с носорогом. черного цвета. Он придаст шарма. Это как... Так, мы идем дальше с цветком вперед. Делаем пион розовый. Я делаю более такие лепестки стоячие, открытые. Более сумбурная серединка. Ты вообще лозишь вверх-вниз так. Да. Такое ощущение, Просто что... понимаешь технику? Я показала основную на первом. Это основная техника. И потом вы вот этими движениями можете собрать уже любой цветок. Мы более сложные уровни будем с вами проходить после лета. Это уже осень-зима. То есть у вас подрастет уже уровень, да, вы потренировались, сделали, и мы пойдем дальше. Но технику надо, чтобы вот эта база, она наработалась, потому что это, в принципе, она одно и то же, все есть, только уже нужно знать, как этим пользоваться. Слушай, классный пион такой. Вот видите, какой кудрявый, У тебя таких красивый крутых еще не пион. было? Не, были, просто не всматривался. Да? Я на торты такие. Вообще бомба. Просто они красивые именно в сочетании друг с другом. Белый он одного вида, розовый он другого. И видите, у нас как хорошо сыграл переход светлого крема к розовому. У нас серединка такая, да, более светлая. То есть хоть какой-то градиент получился. Не бойтесь впендюриться вместе. У меня такой, конечно, сленг, я извиняюсь. Извините за мой французский. Да, извините за мой французский. Встроиться зеленью прям в лепестки врезаться. То есть не бойтесь вот так сделать. Потому что если вы сделаете прям совсем сбоку, на торте этого будет не видно. Вообще бомба. Мне главное еще тюльпаны вам успеть показать. Я так, давай тюльпаном. Так, 36 минут. 36. Просто я хотела тюльпан прям розовый сделать. Давай дальше тогда. Если что, во второй эфир. Или сейчас. Во второй? Да. Ну что делать? Ну, гулять ладно. так гулять. Ну да. Просто, может быть, тогда во второй эфир выйдем, чтобы собрать. Торт. Угу. Да. Давай. Сейчас мы сделаем более... Ну, только у нас доставка, розовый. надо прям быстро-быстро. Хорошо. Я не успею доставить тортик. Хорошо. А эти капкейки, когда у нас доставка? Посмотрим. Так, значит, мы делаем сейчас розовый пион, как до этого, только он еще не до конца распустился. То есть вот, кстати, видите, у нас уже белый пошел тот, который переход с сиреневым играет. Вот смотрите, розовый, он не до конца раскрывшийся. Пионы часто раскрываются с одной стороны, начинают раскрываться. Вот так. То есть он не со всех сторон немножко открылся, а он бутон и начинает открываться с одного края. Открывает лепестки по очереди. Поэтому здесь тоже можно пион открыть с одной стороны. С той стороны, где он сильнее открыт, мы зеленью не забиваем. Да? То есть там уже оттопырился лепесточек. Он где-то вот здесь. То есть вот он, да? А там, где он еще закрытый, мы сделаем вот эти наши чешуйки, да, которые, в принципе, никуда не делись. Вот. Очень красивый цвет получился. Переход от розового к белому смотрится выгоднее для цветка, но мы собираем мешок именно так, как нам будет удобней. Поэтому я не люблю, когда мне заказывают желто-синий-красный букет, потому что, блин, мне нужно тратить 3 пакета. И в каждом пакете нужно создать большое давление, сделать много крема.
Так, мы делаем бутон. Это уже сиренево-белый тут у меня идет. И тут еще розовый у меня остался. Красиво получается. Цветок. Мы все стадии цветка, наверное, сейчас пройдем. Открытый, полузакрытый, полуполузакрытый, полуполуоткрыто-закрытый. Вот видите, да, мы с тех сторон где. В чем еще красота такой укладки зелени? Вот обратите внимание, с этой стороны мы видим красный? Нет. Эта сторона, например, левая, да, вот здесь вот выход. А с этой стороны мы видим цвет красный. Эта сторона вот эта. То есть выход крема с этой стороны красный у нас идет, с этой стороны, например, зеленый. И когда вы кладете той или иной стороной оттопыренный к зрителю листочек, у вас получается разный цвет. Такое ощущение, что у вас 250 пакетов на зелени. И вы можете сделать... Смотрите, как красивый переход. Здесь полусиреневый и здесь тоже. Боюсь, на большой цветочек крема не хватит. Сейчас уже буду выдавливать. Это другой пакет уже будет. Сейчас я просто здесь подвыдавлю то, что смогу. Видите, вот у меня насадка, крема больше нет. Я буду выдавливать пальцем большим тот крем, который у меня в переходнике остался. Ой, толстенько выдавила, очень толстый. Я уже не могу контролировать толщину лепестка. Ой, чуть не уронила. Так, теперь замешиваем цвет для тюльпана. Наш Америколор, яркий-яркий Барби розовый такой. Вот он называется Electric Pink. Я его называю Барби розовый, чтобы вы поняли, какой цвет. То есть это цвет такой вот конфеты, американский розовый. Я не знаю, как его донести. Тут именно такой вот, видите, мега розовый цвет. Идея какая? Мне очень нравится, видела фотографию тюльпанов, где тюльпаны такого красивого розового цвета. Прям как конфетки такие стоят. Мне очень понравился цвет тюльпанов этих, и они сочетаются очень хорошо с темной зеленью. Я сейчас подбираю цвет, поэтому промешиваю именно такими рывками, чтобы не замесить полностью. И мне теперь нужны вот такие вот проблески розовые.
поделила, да, порезала крем на такие части. Так, пакет уже готов у нас. Вот эту яркую часть, тут немножко, да, кусочек, я вот здесь вот намажу ее, чтобы она точно осталась у меня, эта часть яркой стороной на пакете. Ну что у нас тут? Посмотрим. Так, делаем тюльпан. Делаем основу. Та же насадка, да, 120? Да, это та же 123. Угу. Вот я сейчас 122. 123 я делала пионы, потому что у меня там 122. Да, это 122. Так, что мы делаем? Мы также двигаемся снизу. Да, вот Повыше основания, да? Да, у меня повыше основания. Вот оно, 3 витка в рост цветка. Двигаемся вверх и опускаемся вниз. Двигаемся вверх, опускаемся вниз. Двигаемся вверх, опускаемся вниз. Двигаемся вверх, опускаемся вниз. Естественно, мы стараемся сделать верхушечку поострее. То есть это наш первый. Делаем верхушечку поострее, стараемся. Если не получается, опустив вниз, делать верхушку острее, просто отпускайте здесь. То есть вы сделали аккуратно, прекратили давление и убрали насадку. У меня, вот видите, сейчас такой вот тюльпан получается больше пузатый, чем вытянутый. Угу. Более-менее не идеальный, конечно, прям совсем, но в бутоне будет смотреться хорошо. Ой, в бутоне, В букете. в букете. Техника очень похожа с пионом, да? Очень похоже. Немножко отличается. Да. Тут, вертикаль. видите, даже я сначала с пиона, мне не сразу получается перейти к этому цветку, даже с руками и с мозгами тут надо собраться. Вот уже получше, да, такой трехлепестковый пион. Ой, пион, тюльпан. Вечно я тюльпан пионом называю. Вот он уже приоткрывается, и там видно предыдущие лепестки. Его можно делать 5-лепестковым, можно 3-лепестковым делать. Тут уже какой
тюльпан вам ближе. Вот он наш тюльпанчик. Тюльпаны всегда хорошо смотрятся, если у вас есть градиент на цвете. То есть в пакете несколько цветов. И сейчас мы сделаем тюльпан с острыми краями. Так, мы начинаем снизу, тащим, вытягиваем вверх и отпускаем. Тащим снизу, вытягиваем вверх и отпускаем. Не забудьте прекратить давление. То есть вам нужно убрать даже с небольшим рывком насадку, чтобы у вас получился красивый верх. В зависимости от того, как вы будете держать насадку, у вас будет либо волнистый краешек у тюльпана, либо прямой. Так, раз, два, три, четыре, пять. Одного убрала, второй лепалась. Так, у нас осталось сколько? 4 минутки. 4 минутки. Сейчас я соберу последний. У нас будет тоже такой бутон. Ой. Ой. Бутончик, да? Угу. Такой прям закрытый.
подготовимся для зелени. У нас осталось немножко времени. Мы положим с вами цветочки на торт и закроем зеленью. Казалось, что это очень интересно. Так, у нас еще есть 4 минутки. Мы просто начнем сейчас, выложим с одной стороны пионы на торт. Ух ты. Да, я любительница так поукладывать. Так, а здесь у нас будут тюльпанчики. Я букет не буду составлять, потому что, мне кажется, они совершенно друг с другом не смотрятся. Так, и аккуратненько вкладываем тюльпаны. Я подрезаю немножко их, мне надо их скруглить даже вот как бы снизу, чтобы у них была форма. Такой торт-баттл. Тюльпаны против пионов. Да, точно. Получился баттл. Ну вот, все это еще украсить. Так, ну зеленью. вот нам осталось сделать зелень, да, и украсить. Это очень интересно. Вы сейчас увидите, как преображается торт с зеленью. Вот сейчас запомним, торт без зелени. В принципе, уже красиво, вообще великолепно. Сейчас будем смотреть, что будет у нас. Так, что сейчас будем делать? Сейчас будем делать зелень. Берете подложечку, кладете на нее бумагу для выпечки, закрепляете кремом, там, чтобы она вас не елозила в разные стороны, и делаете зелень. У нас здесь 2 цветка, поэтому зелень мы будем делать. Какая насадка у тебя? Та же 104, как мы с вами вначале поставили. Понятно. То есть так же мы и делаем. Это у нас зелень совсем уже, для пиона. Видите, она такая темная, с бордовыми вставками. У них такие вот еще листики. Вы тут уж можете, знаете, как... Лишь бы тут цвет был красивый. Хотите попухлее листик. Маленькие делайте обязательно листики, потому что они очень нужны. Когда цветы уже стоят на торте, и они уже стоят так, чтобы маленький цветочек, листочек хочется приложить к этому цветку сверху. То есть не где-то вниз, да, закрыть место, а просто хочется прикрыть какую-то боковую часть на верхнем листочке. Очень нужны маленькие, вот такие вот, чтобы не обламывать верхушки у ваших больших. То есть, видите, тут краешек еще красивый такой, розово-белый пошел. Очень часто, особенно когда вы маленькие цветочки используете, много-много маленьких, вот такая зелень нужна. Сейчас покажу помедленнее. Зелень может получиться и 124 насадкой, но в чем минус? Она тонкая, и когда вы будете снимать листочек, он у вас может сломаться. 104 насадочка с достаточно толстеньким выходом внизу. Вы ее ставите, то есть, чтобы научиться, вы ставите насадку на поверхность и начинаете выдавливать. И едете. То есть вы начинаете делать вот всякие такие движения, какие вам нравятся. Можно вот такую вот зелень сделать. И вы все время ездите. И у вас получается очень красивый желобок посередине и листва с краев. Вот буквально копия листа, так он и идет, да, у него желобок посерединке у листика, и по краям уже
идет и цвет, и форма, и наполнение. Также прямо, например, если мы двигаемся без особых потряхиваний и подергиваний, получается вот такой вот ровный листик. То есть вот так. Естественно, здесь уже можно сделать размер или наслоение листиков. То есть вот так, да, уже, пожалуйста. Так, значит, у нас теперь идут листики тюльпанов. Листики у тюльпанов, вы знаете, они вытянутые, поэтому мы так их и делаем, вытягиваем вверх, да, чтобы у нас получилось. Конечно, до конца прям такие не получится, но мы стараемся. Главное именно форму поддержать, потому что первый взгляд, который упадет на этот букет, тот и будет именно основополагающий. Человек еще не вглядывался в этот букет, но у него с первого взгляда должна возникнуть ассоциация с тюльпанами. Если ее не возникнет, значит мы не попали в цель. Так, небольшие тоже надо сделать. Такое вот, как обрамление. Ох, много листвы нарезала. Так, теперь ставим в морозилку минут на 5. Так, зелень подготова для того, чтобы руками ее укладывать. Да, вы аккуратненько снимаете ее. Видите, очень удобно палец подогнать под бумагу и помочь снять этот лепесточек аккуратненько. Выбирайте самые листочки, которые вам кажутся нужными именно в этом месте. Да, потому что некоторые с красненьким, некоторые с беленьким получаются из одного и того же пакета. Закрывайте низ, потому что обычно цветы, там где я ставлю сзади, да, нужно что-то там прикрыть. Плюс вот этих вот цветов, когда вы делаете цветы в объеме, вы обязательно должны научиться цветы в объеме сделать так, чтобы вам не надо было залеплять вот эти низы. Вот смотрите, здесь сам цветок хорошо по себе сам смотрится. Мне не нужно вот здесь вот это все залеплять. Они дышат, вот этот объем нужно сохранить. Букет должен быть объемным. Именно поэтому я совсем не приветствую сборку цветов, когда вы заморозили цветы, потом собираете их. Потому что у вас получается блюдце, вы положили эти блюдца и начинаете низы закрывать уже мягкой листвой, то есть через насадку листочек, например. Хотя это насадку листочек я тоже прекрасно ею пользуюсь на капкейках или еще где-нибудь. То есть сделайте лучше наоборот, вот как мы сейчас сделали, вы увидите результат. Тут написали, что цвет зелени опупенный. Спасибо, вот это прям черный цвет. Самое девочки. подходящее слово. Опупенный. Смотрите, вы запомнили, я специально долго вам показывал торт до того, как там появилась зелень, чтобы вы запомнили. Зеленью, что вы еще зеленью делаете, девочки? Направление букета. Вот вы уложили цветы, и вы видите, где-то вы прошлепали. То есть нужно, чтобы был, например, разворот, да, то есть вот такой вот полудуга, а у вас получилась прямая линия. Ну и возьмите зелень и с как бы направлением зелени вы это сделаете полувенком вот таким вот. Зелень это помощник ваш, палочка-выручалочка. Листья зелень потом не падают, когда они нагреются? Нет. Посмотрите, вот здесь вот он немножко, может быть, пригнется, то есть он когда сильно торчит. Но вы, например, знаете, что у вас слишком теплые условия или условия хранения будут недостаточными. Ну, загоните тогда эту зелень туда. Поглубже. Поглубже, да. У меня обычно с этим проблем нет. Тем более, я же говорила, нужно сделать зелень более-менее плотной. Толстенькой. Потому что худенькую зелень. Я так обрадовалась, помню, я сделала 124-й насадкой зелени. Думаю, нормально вообще все делается. А потом я ее снять с листочка не могла. По поводу насадок, друзья, если у вас нет привязки к конкретному бренду,
то вам никто не подскажет, какую вам нужно насадку аналог. Внутри мастер-класса, и там же, где рецепт бесплатный, есть в PDF-файл с описанием всех насадок. Описание там ее длина, ширина, ее длина разреза и прочее. Поэтому открывайте, берите линеечку, берите свои насадочки, что у вас пришли с Алиэкспресса или еще откуда-то, все измеряйте, и примерно вы будете понимать. Там есть фотографии насадок, вы будете понимать, какие насадочки, каким у вас аналогам соответствуют. Мы никак, у нас руки не дойдут составить таблицу аналогов с Вилтоном. Все-таки известный бренд, крутой, такой же, как и Атека. Вот неплохо было бы составить такую таблицу соответствия, но пока у нас руки не дошли, надо Вилтона где-то закупить всю линейку, чтобы это все дело сравнить и описать. Вот. А с такими ноунейм насадками просто приходите, табличку распечатываете, приходите в магазин в местный, если у вас вообще нет насадок, и начинаете подбирать насадки. Вот и все. У нас девочки так делали, писали благодарности, что есть такая табличка. Поэтому, друзья, пользуйтесь. Пользуйтесь, все будет нормально. То, что в бесплатном доступе, это кусочек из платных МК, конечно же. Конечно же. Это кусочек того, что есть в платных МК. Ну, там очень много, поэтому да. Не страшно так делиться. Красители, чаще пользуемся красителями Кредо, но также очень влюблены в красители Америколор. Но кредовские в ближайшем доступе есть в полной цветовой гамме, палитре можно купить всегда в местном магазине, поэтому сейчас чаще Надя пользуется кредовскими. Вот, но и Америколор очень, конечно же, ей нравится. Гелевые красители водорастворимые. Обычные водорастворимые красители хорошо воспринимаются масляным кремом, любым, причем я до этого и шарлотту окрашивала там для капкейков, для детских каких-то. Поэтому я даже не запариваюсь с жирорастворимыми, потому что их очень мало, как здесь, палитра маленькая. Палитра очень. мало, да, гамма. Там, да, там 4 цвета в доступе. Ну что это такое? Сейчас. Тут, конечно, с тюльпанами сейчас не хватает целостности композиции. Вот. Все красить. Сейчас мы с вами живем в век интернет-магазинов, друзья. Столько интернет-магазинов кондитерских. Найдите любой, который вам понравится, сравните цены и вперед. Сейчас везде ассортимент практически одинаковый, немножко цены отличаются. Где-то, ну, правда, в московских некоторых магазинах прям совсем сильно дорого бывает. Поэтому в каких-нибудь магазинах там, кстати, в Челябинск, там в Челябинске же, да, Дион 74? Да, вроде да. По-моему, Челябинский магазин. Неужели там нету насадок? Ну, там, да, может и не быть, потому что там... Ну да, там, такой. Так, ну все, собрали тюльпаны. На краю пропасти они у меня буквально. Вот сюда бы еще тюльпанчик, да, такой, чтобы вот этот, если вот сюда немножко развернуть, вот, чтобы он сюда смотрел, как бы. Листва уже совсем разморозилась. Сюда. Ну что, давай покрутим красоту. Сделать. Ну все. Ну вот, друзья, что-то готово. Конечно, здесь совсем не сочетаются, как Надя говорит, тюльпаны и пионы между собой. Это нужно хотя делать... вы знаете, сейчас смотрю, можно было бы вместе скомпоновать. Ну, у нас баттл, так скажем, да, у нас такая образовался. Битва. Пионы или тюльпаны, да? Так... Практикуйте. Спасибо, что уже меньше идет вопросов про «О боже, это же масляный крем, он же такой жирный». Спасибо вам, что вы поняли основную мысль, основное направление, что цель крема в первую очередь это декор, а во вторую очередь не такой уж он, и жирный. Блин, вкусный, классный крем, вкусный. из классного вкусного масла получается классный крем. Да. А самое главное, какая из него получается красота. Поэтому... бросьте эти все предрассудки, которыми, может быть, вам говорит ваша любимая соседка Оля. Говорит, ой, знаешь, мне кажется, это очень жирно, не надо так делать. Что самое интересное, ни один из клиентов мне этого не сказал.
Да, пока еще такого не было. Поэтому, друзья, практикуйте, двигайтесь вперед. Дальше придут новые крема. Когда вы будете ждать самый волшебный крем, который нифига не полнит и не жирный, такой прям весь такой послушный, к тому времени уже даже соседка Машка будет делать очень крутые цветы. Вы скажете, ну все, я рукожопка, я опоздала, я уже больше не буду. Поэтому практикуйте, делайте сейчас из того, что есть, двигайтесь вперед, добивайтесь результата. Теми насадками, что есть в наличии, не обязательно покупать прям сразу весь набор там, да. Просто начните двигаться чем-то. Увидите, что вам это нравится, увидите, что у вас это заходит, лично у вас, в вашей душе, в ваших каких-то эмоциональных подъемах. Двигайтесь дальше. Вот и все. Если вам понравился эфир, пожалуйста, поделитесь своим сердечком и напишите что-нибудь в комментариях. Все, Спасибо друзья. вам, друзья. Да, До встречи. всех вам благ. Пока-пока. Целую.